Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и мы сегодня будем продолжать вас знакомить с радиостанциями портативными от компании Hytera. В этот раз у нас будет на обзоре HP 7 серия, то есть модель без дисплея и клавиатуры, точнее с OLED дисплеем и без клавиатуры HP 705. И с полноценной клавиатурой полноразмерной и дисплеем цветным HP 785. Чтобы вам не было скучно, то есть отдельные ролики тогда по каждой станции снимать не будем, потому что они похожи, только вот по конструктиву они отличаются. Соответственно, снимем сегодня в данном ролике сразу про две станции. Измерим все параметры, которые мы обычно измеряем в лаборатории. И, естественно, сравним с 600 серией, то есть HP 605 и HP 685. Сразу скажу отличия этих серий. То есть 7-я линейка, она, естественно, выше. Это не топовая линейка, есть еще 9-я серия у Hytera. Единственное, я не знаю, из-за чипов они выпускаются еще или нет. В прайсбуке, по-моему, 900 серии сейчас нет, но это надо уточнять. Значит, смотрите, 6-я серия от 7-й отличается, или 7-я, наоборот, от 6-й. У 7-й серии есть влагозащита IP68, у 6-й серии IP67, то есть тут по погружению она даже получше. Далее, в этих моделях и в той, и в другой можно установить SD-карту. Сюда вот она ставится, под аккумулятор есть слот для карты памяти. Но сразу скажу, к сожалению, эта лицензия платная у Hytera, то есть изначально, я вам продемонстрирую, при установке карты памяти ничего происходить не будет. То есть вы записывать переговоры не сможете без установки дополнительной лицензии. А стоит она на данный момент 81 United States Dollars. Так что слот есть, в общем, возможность есть, но нужно будет доплатить. У 600 серии SD-карта не устанавливается. Далее, батарея комплектная идет на 2400 мАч, здесь на 2000 ровно. И, соответственно, если сравнивать 685-ю модель и 785-ю, то здесь дисплей побольше размером и он качественнее по разрешению. И мне показалось, он чуть быстрее работает в интерфейсе. Но это сейчас сравним тоже при конструкции, когда будем рассматривать. В общем, начинаем тогда. Характеристики я ссылки дам тогда на 6-ю серию, там обзоры достаточно подробные, хотя здесь, наверное, тоже получится не маленький. Работают они в двух диапазонах частот. 136 и 74, либо 400 МГц. Еще, кстати, да, отличие 7 серии от 6, она может работать в цифре DMR Tier 3, то есть это цифровой транкинг. 600 серия даже с установкой лицензии этого не может, то есть только Tier 2. Все, начинаем тогда с комплектации, дальше уже будем измерять. Так, начинаем тогда с комплектации. Смотрите, в отличие от 600 серии, здесь идет батарея на 2400 мАч. Называется она BP2403. Далее, в остальном, в принципе, комплектация такая же. То есть у 705 станции комплектация такая же, как у 785. PS1018, стакан CH10L27 клипса, темляк и антенна портативная. Единственная антенна здесь, обратите внимание, она идет с другим разъемом. Она идет с SMA вилкой на антенне на самой. И, соответственно, называется она AN0435H26. Сейчас мы ее тоже проверим, как она у нас по характеристикам. Все, переходим к конструктиву. Так, по конструктиву станции похожи, аксессуарный разъем такой же, 13-пиновый, двухрядный, влагозащищенный. Аккумулятор тоже по конструктиву похож. Также 3 контакта имеет, один контрольный, который определяет оригинальность батареи при соединении. Здесь вот единственное,
Есть отличие, вот это окошко металлическое для установки карты памяти. То есть слот для карты они установили сюда, а не на какую-то боковую поверхность. Заводится также следующим образом. Сразу питание включается. Но, кстати, в программном обеспечении мне один из зрителей сказал, что эту возможность можно отключить. Соответственно, посмотрим. Мы отдельно ролик про HP 600 серию 700 про ПО именно снимем, поэтому там все будет расписано, что станция позволяет сделать, что можно отключить, какие есть возможности. Так, теперь по поводу кнопок. Все то же самое. Кнопка передачи, быстрый вызов меню и две функциональные клавиши. По 705 все то же самое. Единственное, здесь вынесено питание так же, как и у 605. И дисплей здесь у нее тоже OLED, а не полноцветный дисплей. То есть вот такой двухстрочный, да, он получается. Теперь по поводу качества дисплея. Конечно, здесь, если сравнивать с 685 станцией, то, конечно, дисплей у нее здесь намного, во-первых, крупнее, во-вторых, разрешение на нем намного больше. Первый, второй. Сейчас я вам приближу, чтобы вы это поняли. То есть видите, насколько он и поярче, и разрешение у него побольше, и размер у него побольше. Хайтера пишет, что 320 на 240, но у меня такое впечатление, что даже побольше, потому что пикселей фактически не видно на дисплее. Видите, все четко и работает, причем тоже вполне прилично, без всяких притормаживаний. Все вполне хорошо. Так, давайте теперь по габаритам, да, сравню я. То есть станция немного длиннее 700 серия, что взять без клавиатуры, что возьмем с клавиатурой. По весу сейчас мы посмотрим. Прорези динамика, кстати, тоже тут немного другие. Видите, металлическая сетка здесь. Это тоже, по-моему, металл, но крашеный у 600 серии. Так, смотрим тогда вес. Так, давайте я тогда без клипсы буду. Хотя, давайте клипсу я возьму, чтобы станция была в сборе. 605, 285, 705, 308, чуть тяжелее, 685, 290 и 785, 336 грамм. Но в руке лежит 705, мне даже больше нравится, то есть она вот на всю длину руки, у нее корпус. По толщине они в принципе даже, мне кажется, 705 чуть потоньше, чем 605. Но в общем корпус мне у 700 серии нравится больше, особенно это касается дисплея. Конечно, приятно за такой станцией управлять, то есть все настройки хорошо читаются и работает тоже быстро. Сейчас к управлению перейдем, я вам все покажу. Еще один нюанс я вам хочу показать. Смотрите, SMA розетка, но она утоплена в корпус, видите как, да? То есть есть вот такая втулка на антенне. И соответственно, скорее всего, какие-то антенны другого производителя сюда не встанут. То есть вот эта часть, она узкая остается, и поэтому я боюсь, будут проблемы с установкой того же Diamond, например, для более высокой эффективности. Только придется родные использовать, скорее всего. Но это потом проверим. Так, смотрите, по управлению. Вот сейчас подсветка у дисплея отключена, и все, в общем-то, в помещении читаемо. На солнечном свете, конечно, могут быть проблемы, но подсветка достаточно яркая, ее тогда можно включить и интервал отключения изменить в меню. Так, теперь сверху у нас регулятор громкости, как обычно, находится, и он же при нажатии 5, 6 позволяет выбирать каналы.
Далее верхняя кнопка у нас дает доступ к быстрому меню. Вот какие можно в нем изменять. Сейчас я, если не забуду, подавление шума. Тут Hytera обещает участие искусственного интеллекта даже для подавления шума. Посмотрим, на что данный искусственный интеллект способен. Так, дальше. Быстрое меню я вам показал. Нижняя кнопка у нас в данном случае, ну, они программируемые, естественно, через программу можно назначить. Нижняя кнопка ничего не происходит на цифровом канале. Так, а давайте я на аналоговый переключусь. На аналоговом канале уровень шумоподавления. Нижняя кнопка не назначена. Так, здесь, в отличие от 600 серии, есть еще дополнительная аварийная кнопка сверху. Так, ну давайте теперь я вам меню продемонстрирую, что здесь есть изначально. Но опять же, я говорю, все через программное обеспечение, можно какие-то пункты будет удалить. Так, основные настройки: язык, экран, дата, время, микрофон. Тут можно ставить внешний именно микрофон и внешний динамик, если подключена гарнитура, либо тогда работать с внутренним. Все делается гибко. Так, настройки вызовов. Перевод, обратите внимание, да, можно мощность менять. Squelch — это у нас шумоподавитель. Конечно, перевод немного корявый, но я думаю, что в следующих прошивках его поправят. И здесь тоже Open открытый, соответственно, почему-то не перевели это слово. Далее нормальный и плотный. Не глубокий, как, например, говорит Motorola, а именно плотный. Тоже забавно это звучит. Так, есть компандер речи в станции. Так, охрана. Опять же, в этой станции безопасность было написано, здесь у нас охрана называется пункт. Есть упавший человек, есть одинокий работник режим, и на аналоговых каналах возможен скрэмблер инверсионный. Но это вы уже знаете по той станции, по 685. Так, ну и все, больше, в общем-то, тут ничего интересного и нет изначально с завода в настройке профилей. Как вчера я вам показывал, тоже для внешней работы на улице в зашумленных помещениях свой профиль можно назначить, для внутренних, где потише, можно другой профиль назначить. Выбор зоны, соответственно, здесь тоже открыт доступ через меню. Ну и сканирование тоже. Опять же, смотрите, получается, что, допустим, подлинный аккумулятор. Кстати, вот обратите внимание, да, я специально поставил карту памяти, то есть она определяет, система, что карта памяти есть, но, естественно, сделать ничего, записать не позволяет, поэтому вот продемонстрировать запись, пишет она передачу, прием или только какое-то из этих положений, как это управление осуществляется, я пока вам не смогу. Надо лицензию докупать, я, честно сказать, об этом сам не знал, увидел только это в прайсбуке, думал, что эта возможность по умолчанию есть. Но все, переходим тогда к измерению мощности. Так, мощность, смотрите, проверяем. Вот 705 станция, вот она подключена, включаю высокую мощность, нажимаю на передачу, вся шкала 10 Вт. То есть получаем 3,5 ватта где-то, ну 3,6. Так, на 785 уровень мощности высокий стоит, но батарея здесь одна ячейка осталась, поэтому возможно будет показывать поменьше мощность. Но все равно в этом районе будет, смотрите. Демонстрирую. 3,2 ватта. Так, ну давайте будем тогда сейчас проверять потребление. Вот сейчас станция выключена, 68 микроампер она потребляет в выключенном состоянии. То есть можно оставлять станцию с подключенным аккумулятором, саморазряда не будет. Я сейчас, смотрите, вам продемонстрирую тест
на оригинальность батареи от Хайтеры. То есть, если мы просто подаем питание на два контакта, бесконтрольного, да, посередине который, то Хайтера ругается на неоригинальный аккумулятор. И сейчас услышите, каким звуковым сопровождением. То есть, аккумуляторы рекомендуется использовать все-таки оригинальные, потому что, ну, если китайцы, конечно, сторонние, я имею в виду, не подделают потом и контрольный контакт тоже. Вот слушайте сейчас. Первый, четвертый. Вот эти звуки говорят о том, что батарея подключена сейчас не оригинальная. Напряжение на плюсовой и минусовой контакт подается 7,7 вольта, то есть номинальное. Так, смотрим. В общем, смотрите, я сейчас тогда сброшу показания и будем смотреть, сколько станция потребляет. В дежурном режиме. Так, индикатор приема почему-то мигает, да? Непонятно почему. Давайте я... Пятый. Шестой. Шестой. Ну, давайте я даже антенну отключу, хотя ладно, пусть будет. Так, вот сейчас тогда сбросим показания. Здесь вот видите, индикатор не работает, то есть это дежурный у нас будет режим. На 6-м канале смотрим 60 сэмплов. Но, как видите, по постоянному потреблению режим экономии батареи выключен. В программном обеспечении его, скорее всего, можно будет включить, но с завода идет он отключен, имейте это в виду. То есть постоянное потребление при отсутствии приема и в выключенном дисплее 88 мА составляет. Это, напоминаю, 705 мы пока проверяем. Ну, смысла особо ждать нет, но давайте подождем до 60 сэмплов. 60 сэмплов, 88 мА, то есть она даже чуть больше потребляет, чем 600 серия. Так, все, с этим закончили. Снимаем на радиостанцию Хайтера HP705 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, подключена HP785, аналоговый канал. Смотрите, потребляет она даже на 1 мА меньше, чем модель с OLED дисплеем 705, что хорошо. То есть дисплей без подсветки фактически ничего не потребляет. Сейчас смотрите, я буду переключаться, вы увидите, сколько потребляет дисплей, когда включает подсветку. То есть около 13 мА он ест. Так, теперь включаю цифровой режим. Антенну, кстати, пришлось снять, потому что на аналоговом канале постоянно на 410 МГц станция принимала какую-то помеху, даже с самым грубым шумоподавителем. Поэтому антенну я отключал. Так, сбрасываем показания, смотрим тогда на цифре, сколько она будет потреблять. Тоже, кстати, почему-то индикатор приема горит. Шестой. Тоже отключу я, пожалуй. Так, сбрасываем. Так, ну вот смотрите, выждали 60 сэмплов, цифровой режим, как вы видите, 87 мА тоже, то есть никакой экономии по сравнению с аналоговым режимом в цифре нет.
Принимаем на радиостанцию Хайтера 785 HP на полной громкости 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ну давайте измерим тогда время работы, да. Смотрите, 705 станция, 88 миллиампер у нее потребление, 194 миллиампера на полной громкости на прием. И на передачу 1262 миллиампера. Емкость аккумулятора берем 2400 миллиампер-час. В итоге получаем в аналоговом режиме в цикле 5590 25,1 часа. У 785, как ни странно, этот параметр даже чуть повыше, потому что на 1 миллиампер модель с дисплеем потребляет меньше, что, конечно, очень хорошо. Так, 25,3 часа в 5590 на 785 модель получаем. То есть это чуть, на сколько? На 4 часа, да, получается у нас в цикле 5590 данная серия работает больше, чем 600 серия. Из-за чего? Из-за того, что емкость аккумулятора штатного у нее выше на 400 мАч. Но все равно параметр этот, конечно, один из самых узких у данной станции. То есть потребление у них и у 600 серии, и у 700 достаточно высокое. И, соответственно, время работы, да, будет не очень большое. Несмотря на то, что даже аккумулятор на 2400. Переходим дальше к измерению чувствительности. Так, давайте проверять чувствительность. На втором канале у нас запрограммирована частота 410 МГц, на ней тогда и посмотрим чувствительность. Я сейчас шумодав открыл. Давайте на открытом шумодаве, ну то есть заодно и замерим пороги, на каких открывается, на нормальном и на глубоком, на плотном по их разговорам. Так, смотрим. Ну вот, уровень сигнала полезного уже превышает помеху. Где-то около минус 120 dBm можно поставить смело чувствительность. Так, теперь делаем порог нормальный, да, смотрим, насколько на нормальном пороге откроется. Минус 118 dBm. Так, это open. Минус 118, это нормальный. Так, и теперь мы делаем высокий уровень. Еще раз. Высокий. Смотрим амплитуду, на какой откроется. Минус 90. То есть имейте в виду, если вы оставите пользователю возможность регулировать шумоподавитель радиостанции, то он его по незнанию может загрубить, и вы в итоге потеряете аж 30 дБ чувствительности. Поэтому с этим параметром будьте аккуратны. Смотрим избирательность по соседнему каналу. Я на 10 кГц отступил от полезного, ну или от частоты несущей. С минус 118 dBm начнем увеличивать амплитуду. Уровень шумоподавителя сейчас стоит нормальный. Еще раз демонстрирую. Вот нормальный уровень шумодава, да? Так, начинаем увеличивать амплитуду помехи на 10 кГц, отстоящую от полезного канала, от частоты канала. Так, минус 38, да, открылось. То есть тут у нас 62 и там 18, 72, 80 единиц на 410, 10 килогерц, 80 единиц. Так, теперь смотрите, на 15 я смещаюсь.
И проверяем. Ну тут мы наверняка дойдем опять до самого максимального уровня генератора. Не откроется она. Но на всякий случай проверим. Все, максимум. Ну, с избирательностью, в общем, все нормально. И совершенно случайно обнаружили следующее. На 410 мегагерц работает у нас мультиметр включенный, да, видите, постоянно лезет какая-то помеха, что на 705, что на 785 станции. Выключаю мультиметр. То есть лезет помеха именно от мультиметра. Я на других станциях такого не припоминаю. Ну-ка, давайте проверим следующее. Ну да, Ретевис тоже на 410 принимает помеху от мультиметра. То есть мультиметр у нас фонит именно на 410 мегагерц. Сейчас, подождите, эту еще проверю станцию. Да, 705 также. Выключаю мультиметр. Все замолчали. Так, давайте демонстрируем тогда мы вам качество приема и максимальную громкость регистрируем сначала на аналоговом канале. Принимаем на радиостанцию Хайтера HP705 в аналоговом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь радиостанция HP685 также фиксируем. Принимаем на радиостанцию HP785 в аналоговом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, теперь смотрим в цифровом режиме качество приема и громкость динамика. Принимаем на радиостанцию Хайтера 785 HP в цифровом режиме DMR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, давайте теперь проведем следующий эксперимент. Система подавления шума с искусственным интеллектом от Хайтера. Смотрим, вот так вот будем мы подавать вот такой шум. Сначала отключенная система подавления шума. Смотрим. Так, а теперь то же самое. Смотрите, я включаю систему подавления шума и создаем такую же шумовую помеху. Смотрим, что будет в этот раз. Передаем с радиостанции Хайтера 785 включенной системой шумоподавления 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передаем с радиостанции Хайтера 785 включенной системой шумоподавления 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передаем с радиостанции Хайтера 785 включенной системой шумоподавления 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это Viva Telecom. Передаем с радиостанции серии HP700 в аналоговом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это Viva Telecom. Передаем с радиостанции Хайтера серии HP700 в цифровом режиме DMR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Так, смотрите, проверяем штатную антенну. Называется она AN0435H26. И график у нее следующий по всему диапазону 400-470. Есть минимальный КСВ на частоте примерно, ну, начиная вот с 443 МГц. Самый минимальный опять на частотах PMR 1,36 и 42,9 сопротивления. Но, в общем-то, антенна широкополосная только в начале диапазона, да, около 4 у нас значение КСВ доходит. Начиная от сколько, ну вот здесь, например, на 435 ровно, да, у нас еще 1,7 КСВ, что вполне приемлемо для работы. Ну и здесь до 460 она, в принципе, тоже еще нормально. 1,6, 52,8 сопротивления. Ну, в общем, антенна более-менее, только в начале диапазона аккуратнее с ней. То есть, если совсем где-то вы там в 400 МГц работаете, то лучше тогда антенку поменять, конечно. Потому что там она будет неэффективна и опасна для передатчика, потому что значение здесь выше 3 единиц, 3,7. Так, ну что, давайте подведем итоги тогда по радиостанциям серии HP700 от Hytera. Какие недостатки? Ну, недостатки, опять же, как и у 600 серии HP, высокое потребление. В остальном с питанием, я так понимаю, можно будет все-таки избавиться от этой проблемы. Зачем они по умолчанию это сделали, включение питания при подсоединении батареи? Ну, в общем, это и не было сильно большой проблемой, но все-таки, видимо, она решаема. Что у нас остается из недостатков? Только потребление, в общем-то. Остальное в избирательности, в чувствительности все нормально. Антенна более-менее штатная. Что я еще хочу записать в недостатки у данной вот серии, ну и хотя и у той тоже, у 600 лицензии все-таки фактически на все нужно докупать дополнительную лицензию даже на систему записи на SD-карту. И стоит она причем больше $80. Да? Если вам нужен транкинг DMR Tier 3, то еще больше $200 нужно доплатить. Если вам нужно шифрование 256 бит, то еще больше $200 нужно доплатить за станцию. Если вам нужен Bluetooth и GPS, то тоже нужно доплатить за станцию дополнительное, порядка $100 там разница получается. То есть вот это тоже хотелось бы по завода получать возможности побольше за эти деньги. Но четверку, в общем, ставим и 705 модели, и 785. Теперь по преимуществам. Как и в той серии IP68, да, отлично. Громкий динамик очень. У 785 дополнительно, что я хочу сказать, дисплей удобный, да, и качественный, и скорость работы мне тоже понравилась. И еще один плюс мы запишем и в ту серию 685, ну, 600 и 700, это система активного шумоподавления. Как вы видели из демонстрации, она реально работает. То есть при вот такой огромной шумовой помехе все равно речь становится разборчивой, что впечатляет. То есть это запишем в плюс этим двум сериям станций. Но все, на этом тогда закончим. Я говорил еще, мы все-таки снимем отдельно про программное обеспечение, когда с ним более глубоко поработаем, да. Отдельно будет ролик, я ссылку под это видео запишу и под 600 серию тоже по программному обеспечению. Ну или следите за каналом, там данный ролик появится. Все, подписывайтесь обязательно на канал. Кому видео было полезным, ставьте лайк. И на этом прощаемся. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго. До свидания.